Сегодня утром одна новость застопорила меня на месте. 70-летний мужчина, энергичный, жизнерадостный, всегда в движении. Внезапно упал без боли и предупреждения прямо у себя дома. Он просто встал с кровати, сделал два маленьких шага, и все потемнело. Что пошло не так? Врачи говорят, что причина была в крошечной, почти невинной ошибке. Самое страшное, миллионы людей старше 70 совершают эту же ошибку каждый день. Возможно, и вы тоже. И уже много лет. Мы склонны махать рукой утром, думая, если я проснулся, значит все в порядке. Но именно эти первые несколько минут могут определить весь ваш день, а иногда и будущее. Одна неосторожная движуха, один пропущенный момент, маленький сбой. И обычное утро может обернуться падением, гипертоническим кризом или чем-то гораздо хуже. Сегодня я расскажу о 7 распространенных утренних ошибках, которые совершают люди старше 70. Некоторые кажутся незначительными, но их последствия далеки от этого. Что важнее, я покажу, как легко можно избежать каждого риска, без кардинальной перестройки жизни. Просто несколько умных корректировок в вашем распорядке. Оставайтесь со мной до конца, потому что ошибка номер 6 на первый взгляд кажется безобидной, но тихо крадет здоровье, энергию и даже настроение у тысяч пожилых людей. Если вы еще не подписались, нажмите кнопку. Ваша поддержка позволяет нам продолжать создавать полезный и вдохновляющий контент. Готовы? Начинаем. 1. Одна минута, которая меняет все. Вы просыпаетесь. Все кажется обычным. В комнате тихо, за окном расцветает. Тело еще не полностью пробудилось, но ум уже в делах дня. Привычка берет верх. Ноги свешиваются с кровати, вы встаете. И вдруг возникает странное ощущение. Голова пустая, пол уходит из-под ног, вы хватаетесь за тумбочку. Обычно это длится несколько секунд и кажется пустяком. Но за этим скрывается опасность, о которой мало кто говорит. Не потому, что она редка, а потому, что стала слишком распространенной. С физиологической точки зрения, с возрастом перестает работать механизм, который раньше регулировал кровообращение. Когда вы лежите, кровь распределяется иначе, чем в положении стоя. Если резко встать, сердце не успевает быстро прокачать кровь к мозгу. Результат — кратковременное кислородное голодание. Мозг не любит сюрпризы, особенно такие. Это состояние называется ортостатической гипотензией. Это не болезнь, а реакция организма, особенно после 60 или 70 лет. Но если ее игнорировать, это может привести к тому, чего никто не хочет — падению. А после падения — больницы, гипсовые повязки, ограничения и страх каждого утра. Хуже всего человек может даже не помнить, как упал, проснуться уже на пол. Врачи сталкиваются с такими случаями ежедневно, но вы можете предотвратить это буквально за 1 минуту. Без таблеток, врачей и усилий. Речь о простой утренней паузе. Не медитация и не зарядка. Просто просыпайтесь без рывков. Уважайте свое тело. Не вскакивайте, будто опаздываете. Дайте себе время. Посидите хотя бы полминуты, почувствуйте ноги, немного подвигайте стопами. Я сам не сразу ввел эту паузу. Раньше сразу вскакивал. Но после одного неприятного эпизода слабости и потемнения в глазах понял — это не просто усталость, а сигнал. Теперь я начинаю день с осознанного пробуждения. И ни разу не пожалел. Переход от сна к активности — как мост. Либо вы переходите его, глядя под ноги, либо бежите с закрытыми глазами. Лестница несет неизбежный риск, если не изменить привычку. Удивительно, но когда вы делаете все правильно, тело благодарит вас легкостью, ясностью и уверенностью. Пусть ваше утро начинается с уважения. Не спешите. Сначала почувствуйте землю под ногами, потом сделайте шаг. Это не слабость, а мудрость. И приходит она не с возрастом по паспорту, а с вниманием к себе. 2. Тихая ошибка до завтрака. Утро начинается. Кто-то сразу идет к плите, кто-то к чайнику. Но большинство берет привычную чашку кофе. А вот стакан воды, казалось бы, незаметный, может стать самым важным глотком дня. Ночью тело продолжает работать. Сердце качает кровь, легкие дышат, почки фильтруют. Все это требует жидкости, но с каждым вдохом, каждым ударом пульса, каждым движением во сне вы теряете воду. Вы просыпаетесь, не замечая дефицита. Самое опасное — вы не чувствуете жажду. После 70 тело перестает посылать громкие сигналы. Нет сухости во рту, нет ощущения жажды.
и вы думаете, что все в порядке. На самом деле кровь сгущается, давление может подскочить, сердце перегружается. Я часто слышал, да, «я просто не привык пить утром» или «мне не хочется». Но телу все равно на ваши чувства, ему нужна вода. Если вы не даете ее, оно тихо борется, пока не сдается. Когда я начинать день с воды, всего пару глотков, разница была очевидна. Голова прояснилась, чувство заторможенности исчезло, тело стало легче, пищеварение работало как часы. Секрет в том, чтобы сделать воду частью ритуала. Не опцией, а привычкой, как чистка зубов. Я кладу стакан рядом с телефоном или очками на ночь, чтобы не забыть сказать телу «я с тобой». Кто-то добавляет лимон, кто-то каплю меда. Неважно. Главное — вода. Она не просто утоляет жажду, она запускает метаболизм, разжижает кровь и помогает внутренним системам плавно включаться. Если вы принимаете утренние лекарства, вода особенно важна. Она помогает усвоению, снижает побочные эффекты и облегчает нагрузку на желудок и печень. Это не народная мудрость, а точная биология. Начните с воды и запустите цепочку правильных решений. Вы уже выбрали здоровье, осознанность и заботу о себе. Все остальное станет на свои места. 3. Утренний ритуал, тихо подрывающий здоровье. Утро пахнет кофе. Этот аромат значит пробуждение, уют, начало чего-то важного. Многие не представляют день без первого глотка крепкого, ароматного, бодрящего напитка. Кажется, что он включает мозг. Но что, если я скажу, что этот ритуал может работать против вас? Особенно после 70. Проснувшись, вы в самый уязвимый момент дня. Энергия на минимуме, желудок пуст. И в этот момент вы наливаете в себя жидкость, насыщенную кислотой и стимуляторами, без буфера, без поддержки, ожидая чувствовать себя отлично. Люди забывают, что кофе — это не просто вкусный напиток, а сложный химический коктейль. Он заставляет желудок выделять кислоту. Если желудок пуст, кислота бьет прямо по стенкам. Со временем — изжога, раздражение, гастрит. Если эти проблемы уже есть, они обостряются. Кофеин также повышает кортизол, гормон стресса. Это не просто бодрость, это учащенное сердцебиение, дрожь, скачки давления. Опасно, если вы склонны к тревоге или сердечно-сосудистым заболеваниям. Стоит ли бросать кофе? Не обязательно. Решение проще. Поддержите организм. Съешьте что-то, даже немного. Горсть орехов, половину банана, кусочек хлеба — достаточно, чтобы пищеварительная система включилась, и кислота не обожгла пустоту. Я долго пил кофе натощак. Привычка на автопилоте. Потом появилась раздражительность, тяжесть в желудке, случайная тревога. Только после того, как стал пить кофе после легкого перекуса, стало лучше. Бонус. Когда вы едите перед кофе, организм воспринимает его мягче. Кофеин усваивается медленнее, без резких скачков. Больше стабильности, спокойствия и пользы от напитка. Даже те, кто не любит кофе, могут принять эту маленькую корректировку. Это небольшая тарелка, просто защита. Это забота о пищеварении, гормонах и общем состоянии. И, наконец, кофе должен приносить удовольствие, а не стресс. Сделайте его частью утренней гармонии, а не дискомфорта. Пейте его не в пустоту, а с внутренней поддержкой. Аромат станет вкуснее, как и весь день. 4. Когда тело шепчет «замедлись», а вы не слышите. С возрастом утро приобретает особое значение. Это самые деликатные моменты дня. Вы открываете глаза и сразу чувствуете, что что-то не так. Спина напряжена, колени скованы, шея жесткая. Это не боль, а затяжное напряжение, которое многие игнорируют. Часто во вред себе. Во время сна тело остается в одном положении. Мышцы расслаблены, кровообращение замедлено, суставы работают в щадящем режиме, а суставная жидкость движется медленно. Это совершенно нормально. Но если вы резко вскакиваете с кровати и сразу начинаете наклоняться, приседать или поднимать тяжести, вы нарушаете естественную последовательность пробуждения организма. Многие пожилые люди встают и начинают суетиться, идут на кухню, наклоняются за кастрюлей, поднимают тяжелый чайник. Вот тогда и начинаются проблемы. Тело еще не готово. Представьте, что вы пытаетесь завести замерзший автомобиль без предварительного прогрева. Конечно, он может завестись, но есть риск повредить двигатель. То же самое происходит с позвоночником, тазобедренными суставами и коленями, уже подверженными возрастному износу, сжатию, сухости и артриту.
Один резкий движение может вызвать мелкие травмы, которые перерастают в боль, отек и снижение подвижности. К счастью, вам не нужны продвинутые позы йоги. Достаточно нескольких мягких движений, без специального оборудования и даже не вставая с матраса. Пока вы еще лежите, сгибайте и вращайте пальцы ног, голеностопы, шею и плечи, постепенно включая свет, не включая его резко. Моя утренняя рутина начинается с вращения голеностопов, растяжки пальцев, мягких вращений шеи и плеч. Затем я сажусь, но остаюсь на месте, пожимаю плечами несколько раз, вытягиваю позвоночник. Это как утреннее рукопожатие с моим телом, и оно отвечает взаимностью. Самый очевидный результат — более уверенная походка. Раньше казалось, что ноги отстают. Теперь 5. Вы просыпаетесь с согнутым телом и духом. Большинство людей не замечают тихого виновника — осанки. Она не болит, не колет, но определяет, как вы себя чувствуете, ходите, дышите и даже думаете. Осанка задает тон всему дню. Представьте пожилого человека, который просыпается, свешивает ноги с кровати, а затем сутулится. Плечи опущены, голова опущена, позвоночник согнут. Это кажется безобидным и естественным, но мгновенно запускает домино-эффект. Сгорбленная грудная клетка сдавливает легкие, пропуская меньше воздуха. Мозг работает на низком топливе. Усталость, вялость, тяжесть — это не просто старость, а результат слишком сжатого тела, которое не может дышать. Пищеварение тоже страдает. Органы сжимаются, желудок медленнее переваривает пищу, кишечник замедляется, появляются вздутия, спазмы, запоры. Все из-за осанки, которую вы держите всего несколько минут. Идите глубже. Положение тела формирует эмоции. Стоя прямо, вы часто чувствуете себя увереннее и бодрее, потому что тело и разум неразделимы. Выпрямите спину, поднимите подбородок, смотрите вперед. И внезапно «я стар» превращается в «я все еще способен». Это не пустые мечты, а физиология. Грудная клетка раскрывается, дыхание углубляется, кровь свободнее достигает мозга. Сутулость быстро становится привычкой, но представьте, что вы смотрите на себя сбоку. Вы бы хотели стоять прямо не только ради внешнего вида, но и чтобы чувствовать опору. Как исправить осанку, если уже появилась скованность? Начните прямо в кровати. Перед тем, как встать, вытянитесь. Представьте ниточку, тянущуюся от копчика до макушки. Сев, поставьте обе ноги на пол и почувствуйте их опору. Отведите плечи назад. Держите подбородок на уровне. Глубоко вдохните. Это 20-секундный ритуал, который говорит телу «Я готов». Затем встаньте, постепенно поднимаясь, словно вас тянет невидимая нить. Мышцы кора мягко напряжены, позвоночник вытянут. В этот момент вы не просто встаете, вы выстраиваете весь день. Сначала осанка может казаться неудобной, но вскоре она станет вашей утренней опорой. Вы возвращаете силу, утраченную из-за многолетней сутулости. Осанка — это достоинство, ваш внутренний стержень, отражающий ваш взгляд на жизнь. Вставайте каждый день прямо, и вы поднимете не только тело, но и сознание. Вот что значит настоящее доброе утро. 6. То, что вы пропускаете каждое утро, и как это подрывает ваш баланс. Некоторые утренние привычки очевидны. Кофе, чистка зубов. Другие незаметны, потому что их просто нет. Но их отсутствие тихо формирует нашу жизнь. Сколько внимания вы уделяете своим ногам сразу после пробуждения? Не просто шлепаете на кухню, а действительно чувствуете стопы, голени и колени. Большинство из нас не думает об этом вовсе. Мы считаем, что тело просто включается. После 70 этот автопилот перестает работать. Ваши ноги — ваша основа, стабильность, контроль, равновесие. С возрастом мышцы ослабевают, рецепторы на стопах становятся менее чувствительными, а мозг медленнее обрабатывает сигналы о положении тела. Вы не замечаете этого, пока не упадете. Люди обычно винят спотыкание, но настоящая причина — годы тихого пренебрежения.
Я понял это в тот день, когда ноги показались мне чужими при вставании. Не больно, просто неуклюже, словно ватные. Это не страх, а сигнал. Связь между мозгом и телом ослабла. Лекарство — осознанное движение. Каждое утро я теперь трачу 2 минуты, чтобы вернуть контроль ногам. Сидя на кровати, рисую круги голеностопами, поднимаю пальцы ног, сгибаю пятки. Затем встаю, но не иду. Пятки на полу, колени мягкие, вес тела центрирован. Закрываю глаза на мгновение, чтобы настроить баланс. Это невидимая тренировка, но вы удивитесь. Шаги становятся увереннее, походка крепче, тревожность уменьшается. Большинство переломов после 70 происходят из-за падений дома, часто сразу после пробуждения в знакомых комнатах. Начинайте день с укрепления устойчивости ног и опоры, чтобы двигаться уверенно и снизить риск. Никто не учит нас проверять ноги каждое утро, но это важно. Ваша способность свободно ходить через год, 5 или 10 лет зависит от этого. Начинайте с малого. Посмотрите вниз. Почувствуйте пол под ногами. Это ваша основа. Укрепите ее, и все, что выше, станет крепче.